Друзья, не самая лучшая неделя для военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Два серьезных инцидента произошли за прошедшие 7 дней, о которых я вам сейчас расскажу. И если об одном из инцидентов вы могли уже слышать, а именно о столкновении двух американских кораблей между собой, то о другом практически нигде не говорится. А это человека. С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Это очередной выпуск из категории «Морские аварии и происшествия». Давайте будем начинать. Полный вперед. Поехали! Давайте по порядку. Первый инцидент, а именно падение человека за борт, произошел 7 февраля 2026 года. Почему-то в интернете очень мало об этом информации. Ну, возможно, потому что не хотели сразу анонсировать, ВМФ США не хотела сразу об этом рассказывать. За борт универсально-десантного корабля военно-морских сил США Айво Джима упал младший капрал, которого зовут Афарах Чуквуэмека. Извините, если я неправильно прочитал. На момент падения ему было всего 21 год. Этот корабль, кстати, Айво Джим, этот универсальный десантный корабль, использовался в операции по транспортировке президента Венесуэлы Мадуро. Именно туда его доставили сначала, а потом уже транспортировали, собственно, на территории Соединенных Штатов Америки. В общем, 7 февраля младший капрал упал за борт. Как говорится в пресс-релизе, выпущенном ВМФ США, в поисково-спасательных операциях, то есть Search and Rescue, сразу же были задействованы 5 кораблей и 10 самолетов. После того, как младший капрал упал за борт, его статус был как пропавший без вести, продолжались поисково-спасательные операции, и через 4 дня, 11 февраля, задекларировали его смерть. На данный момент уже значится, что он deceased, то есть погиб. Вот такая вот печальная новость нам поступила. И это первый случай вот в этой операции, которая разворачивается возле берегов Венесуэлы. Напомню, что до этого Соединенные Штаты Америки не декларировали своих военнослужащих, которые участвуют вот в этой операции. И переходим сразу же ко второму случаю. Есть видео, которые вы могли уже наблюдать в социальных сетях, может быть, где-то на ютубе, на других каналах. Это столкновение между ракетным эсминцем, который называется USS Truxtun, и судном снабжения, универсальным, опять же, судном снабжения, которое называется Supply. С английского языка Supply переводится как снабженец. В общем, это столкновение нам конкретно не говорится, где произошло. Естественно, я не могу вам показать трек с Marine трафика, потому что AIS транспортеры, я напоминаю, что AIS это система, которая расшифровывается как Automatic Identification System, и она показывает положение судна посредством вот этого AIS транспортера. Но на военных кораблях во время проведения каких-то военных операций эти AIS-системы отключаются. Поэтому я не могу вам конкретно назвать, где это произошло, но, исходя из той информации, которую я нашел в интернете, это произошло где-то в Карибском море, недалеко от берегов Венесуэлы. Что же произошло? Я нашел 2 видео, которые я увидел в Инстаграме, то есть это не засекреченные какие-то кадры, и они опубликованы людьми, которые снимали как раз вот с этого supply vessel, то есть с борта судна-снабженца. На этих судах, помимо военнослужащих, также есть и гражданские лица, и, скорее всего, кто-то из них вот эти видео опубликовал. И мы оба сейчас с вами их посмотрим. Почему же эти корабли находились так близко друг к другу? Смотрите, корабли ВМФ США получают снабжение и бункеруются, то есть получают топливо на ходу. Если они не стоят где-то в порту, не стоят где-то на якоре, то они проводят эту операцию на ходу. И исходя из моей практики, мы тоже такое делали, но немножко по-другому. Здесь я вам сейчас поясню. Смотрите, когда военный корабль снабжения военно-морских сил США намеревается перекачать какое-то количество топлива или какое-то количество снабжения передать на другой корабль, они должны стать вот так вот параллельно и идти друг от друга на каком-то расстоянии. В данном случае, помимо того, что был корабль снабжения, и корабль, который принимает снабжение, еще с этого борта был третий корабль. То есть посередине снабженец и по бокам 2 других корабля. И на вот этих вот кадрах это видно. Вот смотрите, здесь вот
когда человек снимал, хаотично дергая камерой, ну, я понимаю, потому что он боялся того, что сейчас в них врежется другой корабль. Вот видно на вот этих кадрах с другого борта, как идет параллельно еще один корабль. Это, кстати, не сразу все заметили, но здесь это отчетливо видно. То есть посередине был корабль снабжения, и от него с левого борта, от него с правого борта находились корабли, которые это снабжение должны были принимать. И это нормальная практика. Военно-морские силы США такое делают со времен Первой мировой войны. То есть уже более 100 лет они проводят бункеровку и передачу снабжения на ходу. Корабль снабжения способен развивать скорость до 25 узлов, и теоретически до этой скорости возможна передача снабжения. Но, как правило, скорость снижается до 12, 13, 14 узлов для того, чтобы предотвратить эффект отталкивания судов друг от друга. То есть не предотвратить, а снизить этот эффект, потому что предотвратить полностью его невозможно. Что это такое? Поясню простыми словами на примере вот этих двух макетов. Смотрите, когда суда идут параллельно друг другу, их нос и одного и другого судна толкает перед собой воду. И вы можете наблюдать, вы много раз это видели, когда судно идет, от него расходятся волны, да, в виде такого треугольника, да, то есть нос рассекает водную гладь, и от него отходят волны. Когда суда идут параллельно друг другу, эти волны отходят, соответственно, от одного судна от другого. Тем самым они отталкивают носовую часть друг от друга, от одно судно от другого, и притягивают кормовую часть. Этот эффект невозможно избежать, но его можно минимизировать путем снижения просто скорости. И в этот момент на штурвале кораблей, на штурвале гражданских судов стоит рулевой, физический человек стоит, именно человек, не авторулевой, потому что авторулевой, ну, у него контроль с большой погрешностью все-таки, а человек может контролировать судно гораздо лучше. Это не тяжело делать, опытный рулевой легко с этим справляется. Просто ему задается курс какой-то, допустим, держи курс 2.2.0, или там 2.1.5, и он этот курс старается одерживать. В нашем же случае происходило абсолютно то же самое. Суда в какой-то момент сблизились для того, чтобы начать передачу снабжения. На судне снабженцы есть так называемые топливные магистрали, посредством которых перекачивается, собственно, это топливо. На борту USNS Supply, то есть судна бункеровщика, снабженца, может быть до 170 тысяч баррелей топлива различного. Это может быть авиационное топливо, это может быть топливо для кораблей, на которых корабли работают. Кстати, судно вот этого класса Early Burke, эсминец ракетный, он в качестве движителя использует газотурбинную установку. В общем, они в какой-то момент сблизились на необходимую дистанцию, и посредством линемета, есть у нас такой линемет, приспособление, который на дистанцию, ну, в нашем случае на гражданском флоте до 200 метров может подать проводник, так называемый, то есть какой-то трос, и с помощью этого троса на борт другого судна трос наматывается на лебедку, и с помощью этого троса подается уже необходимое снабжение и те же топливные магистрали, по которым перекачивается топливо. Вот в этот момент видно, что когда USS Truxtun, то есть эсминец, приближался к USNS Supply, видно, что на его мачте на правой рее поднят флаг Ромео. В нашем торговом флоте и в международном своде сигналов флаг Ромео обозначает, ну, какой-то утвердительный сигнал, типа «я подтверждаю». Но на судах военно-морского флота флаг Ромео обозначает, что я готов принимать, получать или передавать снабжение либо топливо, бункеровку. В момент того, как судно готовится к передаче этого самого снабжения, флаг Ромео на линии поднимается до середины. Когда суда уже полностью готовы к началу передачи снабжения либо бункеровки, флаг Ромео поднимается полностью до самого верха. И вот на этих кадрах мы видим, что Ромео именно поднят до самого верха. То есть они либо только хотели начинать бункеровку и передачу снабжения, либо ее уже начали. Но на видео мы не видим, что топливные магистрали переданы уже на эсминец. То есть, скорее всего, это самое-самое начало вот этой передачи, самое начало бункеровки, приготовление уже закончено, и, наверное, они уже хотели передавать топливные магистрали. И хорошо, что, ну, если выбирать из двух зол, хорошо, что это произошло именно в этот момент, потому что если бы уже топливные магистрали были переданы на судно, на USS Truxtun, и все это произошло во время уже бункеровки,
это бы привело к тому, что был бы обрыв топливной магистрали, естественно, там бы сразу остановили бункеровку, сразу же бы emergency, то есть в аварийном порядке закрыли бы все клапана, но в топливных магистралях бы осталось какое-то топливо. И если бы не успели все быстро сделать, то был бы потенциально большой разлив в акваторию Карибского моря, которое и так бедное, постоянно что-то там происходит в этом Карибском море. Мы же еще на гражданском флоте, когда уже проводим бункеровку, когда уже пришланговались, а это так на нашем языке называется, когда топливная магистраль присоединяется к приемным трубам на гражданском судне, ну и то же самое на военном корабле. Когда уже пришланговались, начинаем бункеровку, мы на гражданском флоте поднимаем флаг Браво, который называется Браво. Буква Б, он такой полностью красного цвета. Флаг Браво обозначает, что я гружу, выгружаю или имею на борту опасный груз. А топливо это является таким себе серьезным опасным грузом. Ночью, кстати, вместо флага Браво, так как ночью ничего не видно, мы зажигаем просто круговой красный огонь, который тоже обозначает, что я гружу, выгружаю или имею на борту опасный груз. Но здесь из этого видео мы видим, что в момент сближения что-то на эсминце пошло не так. Скорее всего, была проблема с управлением, и он начал резко поворачивать на правый борт. И на этом видео мы слышим, как этот эсминец начинает подавать хаотичные какие-то звуковые сигналы. Может, в армии США, может, в военно-морских силах США это что-то обозначает, но, честно говоря, я таких сигналов не знаю. Мне кажется, что он просто решил привлечь к себе внимание, тем самым обозначив, что сейчас будет происходить какое-то нехорошее действие, ну, столкновение, да. Он должен предупредить как свой экипаж, что судно столкнется с другим судном через какое-то короткое время. Также должен быть предупрежден экипаж того судна, в которое они вот в данный момент намеревались въехать. Извините мне за такое выражение. Столкновение произошло, если мы смотрим со стороны судна-снабженца, в районе чуть-чуть позади жилой надстройки, как раз за топливными магистралями. Здесь вот на этом видео это прекрасно видно, что вот эти топливные магистрали здесь вот находятся, и где-то вот в левый борт судна-снабженца эсминец въехал своим правым бортом, точнее, где-то в районе правой скулы он ударился, и в момент удара получил сильный крен. Здесь виден вот сильный всплеск воды в момент удара и очень сильный крен на левый борт. Как сообщает ВМФ США, после столкновения судна USS Truxtun, то есть вот этот вот эсминец, остановился для дальнейшего анализа ситуации. И, ну, в принципе, они должны оценить, способны они продолжать движение или нет. Но на сегодняшний момент известно, что оба корабля не получили вследствие этого столкновения каких-либо серьезных повреждений, и оба продолжают нести службу. Помните, год назад я разбирал случай, когда авианосец, а это именно было год назад, тоже февраль, но 2025 года, когда авианосец USS Harry Truman столкнулся с балкером на входе в Суэцкий канал, в северной его части. И год спустя расследование все еще продолжается. Все-таки это военно-морские силы США, и я не думаю, что они будут делиться своими результатами расследования такого случая очень быстро. Как и, скорее всего, и вот этот случай, который мы с вами здесь сейчас разбираем. В общем, столкновение произошло, одно судно остановилось, проанализировало, второе судно, корабль снабжения, продолжил свое движение, передал снабжение на другое судно, которое шло у него с правого борта. И все суда остались в строю, несмотря на такой инцидент. Честно говоря, удивительно, что вообще, в принципе, эти видео были опубликованы. Но, опять же, на судне снабженцы, как я говорил ранее, есть гражданский персонал, который, скорее всего, не подчиняется просто ВМФ США. У них же свобода слова и так далее. Они эти видео и опубликовали. Инцидент, я напомню, произошел 12 февраля, а я это увидел практически спустя несколько часов, но не стал сразу же записывать вот этот анализ свой, потому что я хотел дождаться официального пресс-релиза от ВМФ. И то, что я дождался, я вам сейчас и пересказал. Почему такую бункеровку проводят на ходу военно-морские силы США? Ну, я могу предположить, для того, чтобы не стать
какой-то легкой целью. Хотя какой легкой целью может стать в принципе военный корабль США? Он на подлете все позбивал бы, но у них, скорее всего, есть какая-то процедура, в соответствии с которой они должны проводить те или иные операции. И бункеровка вот как раз такой операцией является, или получение снабжения. Но опять же, повторюсь, они это уже 100 лет делают, и 100 лет делают они это на ходу. Для этого, да, должна быть хорошая погода, должна быть хорошая видимость, и должно быть какое-то продолжительное расстояние, потому что суда должны все время идти одним и тем же курсом с одной и той же скоростью. Насчет скорости и дистанции суда договариваются, корабли также договариваются между собой, капитаны кораблей, и заняв какую-то позицию, начинают передачу этого самого снабжения. В нашем же случае, когда мы проводили бункеровку на ходу, мы это делали по другим причинам. Просто нам нужно было сохранять скорость, из-за того, что мы проводили эту операцию в опасных, ну, пиратских, можно сказать, водах недалеко от берегов Конго. И здесь даже на бункеровщике видно, насколько он сильно защищен. Иллюминаторы закрыты какими-то металлическими листами, но на самом деле это не сильно бы помогло, если бы пираты хотели высадиться на борт судна. Но это как элемент сдерживания, да, чтобы дать экипажу время перейти в цитадель, так называемую. На каждом судне у нас есть цитадель, такая комната специально защищенная, и в нее, по идее, пираты не могут проникнуть. Но сейчас видео не об этом. Но наша бункеровка отличается от этой следующим образом. Смотрите, суда военно-морских сил США бункеруются, находясь на ходу и поодаль друг от друга, то есть на каком-то расстоянии. В нашем же случае мы стояли практически борт к борту, только между нами были так называемые кранцы, большие такие надувные резиновые кранцы. Это единственное, что между нами было, между этими нашими двумя судами. И суда военно-морского флота США, так как они находятся на каком-то расстоянии, они физически связаны между собой только топливными магистралями, ну и какими-то еще, может быть, тросами. Мы же между собой были еще связаны физически швартовными концами, то есть у нас была такая паутина на баке, ну, в носовой части, паутина в кормовой части, и если бы что-то пошло не так, была процедура, которую мы оговорили заранее с капитаном другого судна, быстрого отсоединения, быстрой отшвартовки друг от друга. Если же нет необходимости быть на ходу во время проведения бункеровки, то можно удерживать судно на волну. Нельзя стоять боком к волне, потому что суда будут тогда по-разному, даже если они стоят друг к другу вплотную, они будут по-разному двигаться вверх-вниз, да, по-разному дрейфовать, а это может привести к тому, что топливная магистраль будет повреждена, и вследствие чего произойдет разлив топлива. Можно бункероваться, находясь не на ходу, но тогда с помощью носового и, если есть, кормового подруливающего устройства, вам нужно удерживать оба судна на волну, то есть стоять так, чтобы волна накатывала на бак судна. Тем самым оба судна будут синхронно двигаться вверх-вниз, и это уже минимизирует повреждения с той самой топливной магистрали. Короче говоря, бункеровка судна, которое находится на ходу, это довольно опасная операция, и нужно синхронизировать свои действия с другим судном, либо с другим кораблем, как в случае ВМФ США, для того, чтобы предотвратить какие-то аварийные ситуации, разлив топлива, падение людей за борт и так далее. Капитаном эсминца ракетного является командор Джеймс Кофи. Ничего конкретного сказать о нем не могу, кроме того, что он очень похож на известного персонажа из «Зеленой мили», у которого тоже фамилия была Кофи. Я могу предположить, исходя из этих кадров, что после столкновения корабль снабжения не изменил ни курс, ни скорость, хотя слышно, что после того, как столкновение произошло, он начал тоже подавать какие-то звуковые сигналы. Возможно, были переговоры по VHF, то есть по УКВ радиостанции между этими двумя кораблями, но невозможно, а скорее всего они были, 99%, что они были. Также были переговоры между кораблем снабжения и другим судном, которое находилось у него с правого борта, для того, чтобы синхронизировать свои действия. Вот такая вот ситуация произошла между двумя кораблями ВМФ США, и на самом деле эти ситуации не являются какой-то редкостью, потому что периодически я вижу новости, получаю новости, что во время бункеровки периодичностью раз в несколько лет, иногда это 2 года, иногда это 3 года, происходят вот такие вот столкновения. И это то, о чем мы знаем. Есть большая вероятность того, что мы о чем-то и не знаем. Здесь просто из-за того, что кто-то из гражданских лиц, которые находились на бункеровщике, на судне снабжения,
выложил вот это вот видео, мы об этом так быстро узнали. Видео уже доступны во многих социальных сетях, о них все говорят, но и мы с вами тоже этот случай разобрали. Все, спасибо вам за внимание. Пишите свои мысли, свои вопросы под этим роликом. Я напомню, что это канал Max Master. Поддержите видео лайком, если вам не тяжело, ну а мне будет приятно. Для тех, кто первый раз на канале, просьба подписаться, если вам интересна морская тема. А моих старых подписчиков я прошу нажать колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие видео, которые также будут, я надеюсь, интересными. С вами был капитан Максим, мы были на канале Max Master. Это был очередной выпуск из серии «Морские аварии и происшествия». Еще раз спасибо за внимание. Я на связи.